Есть растения, которые человек замечает сразу. А есть такие, мимо которых можно пройти десятки раз и даже не догадаться, насколько интересна их история. Боярышник – именно такое растение. Весной он покрывается белыми цветами, а осенью на его ветвях появляются небольшие красные плоды. На первый взгляд – обычный кустарник. Но за этими колючими ветвями скрывается растение, которое на протяжении столетий использовали в народной медицине, связывали с сердцем и кровообращением и даже считали особым растением в европейской традиции. И самое интересное начинается тогда, когда мы пытаемся отделить старые представления от того, что действительно известно сегодня. Почему боярышник так прочно связали именно с сердцем, какая его часть ценится больше всего? Можно ли просто собирать ягоды и пить их как чай? И почему с боярышником нельзя относиться по принципу: раз растение, значит совершенно безопасно? Сегодня разберемся. Начнем с самого необычного. Боярышник относится к роду Кротаэгус и семейству розоцветных. То есть ботанически он родственник яблони, груши, розы и многих других привычных нам растений. Но у боярышника есть особенность, благодаря которой его трудно спутать со многими другими кустарниками. Колючки, у некоторых видов они могут быть довольно внушительными. И это не случайность. Колючки помогают растению защищать свои побеги от животных, которые могли бы объедать молодые ветви. Получается интересное сочетание. Нежные белые цветки, яркие красные плоды и острые колючки. Природа будто специально соединила в одном растении красоту и защиту. Когда говорят о боярышнике, большинство людей сразу представляет красные ягоды. Но в традиционном применении большое значение имеют не только плоды. Особенно интересны цветки и молодые листья с цветками. Именно препараты из листьев и цветков боярышника рассматриваются Европейским агентством по лекарственным средствам. Такие препараты традиционно применяются для облегчения временных сердечных ощущений, связанных с нервозностью, после того, как серьезные заболевания сердца исключены врачом. Также традиционное применение касается легкого психического напряжения и помощи с засыпанием. И здесь есть очень важная деталь. Это именно традиционное применение, а не доказательство того, что боярышник способен лечить серьезные заболевания сердца. То есть история растения существует, практика его применения существует, но это не означает, что боярышник способен заменить лечение. И вот эту разницу очень важно понимать. Почему именно боярышник оказался связан с сердцем? В плодах, листьях и цветках боярышника содержится целый комплекс биологически активных веществ. Среди них флавоноиды и другие полифенольные соединения. Именно поэтому боярышник много лет привлекает внимание исследователей. Но здесь появляется одна из самых распространенных ошибок. Человек слышит: в растении обнаружены полезные соединения. И делает вывод: значит, растение лечит сердце. Нет, между наличием определенных веществ в растении и доказанным клиническим эффектом огромная разница. Количество вещества, форма препарата, доза, способ приготовления, состояние человека, другие лекарства – все это может изменить результат. Поэтому к боярышнику правильнее относиться как к интересному лекарственному растительному, а не как к универсальному лекарству. И вот здесь история становится еще интереснее. Боярышник действительно изучали, в том числе у людей с сердечной недостаточностью. Но результаты исследований нельзя назвать однозначными. Доказательства эффективности боярышника при сердечной недостаточности противоречивы. Также пока недостаточно данных, чтобы уверенно утверждать, что боярышник предотвращает или лечит ишемическую болезнь сердца, стенокардию, нарушение ритма или атеросклероз. То есть перед нами очень интересная ситуация. Народная медицина знает боярышник давно. Ученые изучают его уже много лет. Активные вещества действительно присутствуют. Но сказать «боярышник лечит сердце» было бы слишком большим упрощением. А нам с вами важна именно точность.
Теперь давайте поговорим о давлении. В интернете можно встретить огромное количество утверждений, будто боярышник способен быстро нормализовать давление. Но превращать растение в универсальное средство от гипертонии неправильно. Если человек принимает препараты от давления или сердца, самостоятельно добавлять боярышник к лечению – плохая идея. Причина простая. Растения тоже могут взаимодействовать с лекарственными препаратами. И особенно осторожными должны быть люди, которые уже получают лечение по поводу сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому применение любых растительных средств на фоне лекарственной терапии лучше заранее обсуждать с врачом или фармацевтом. Теперь вернемся к красным плодам. На самом деле, с ботанической точки зрения, называть их просто ягодами не совсем правильно. У представителей рода Кротегус плод относится к яблочковидным плодам, как у яблони и груши. И это неудивительно, потому что боярышник – родственник яблони. У разных видов плоды могут отличаться размером, формой и цветом. Одни почти круглые, другие более вытянутые. Одни ярко-красные, другие могут иметь оттенки от оранжевого до темно-красного. И вот здесь возникает еще один важный момент. Боярышников очень много. Это не одно единственное растение с одинаковыми свойствами во всех странах. Существует множество видов и форм рода Кротегус. Поэтому определять растение только по фотографии красных плодов не лучший способ. Осенью боярышник превращается практически в маленькую природную кормушку. Его плоды становятся пищей для различных птиц и животных. А благодаря тому, что кустарник густой и колючий, он одновременно может служить укрытием. Получается своеобразная природная система. Цветы весной привлекают насекомых, плоды осенью становятся кормом, а колючие ветви создают защиту. И именно поэтому боярышник – не просто растение для человека. Он играет свою роль и в экосистеме. Но почему боярышник так долго живет в народной памяти? Потому что человек наблюдал за ним поколениями. Еще задолго до лаборатории люди замечали, какие растения можно использовать в пищу, какие – для приготовления напитков, какие растения имеют приятный запах, а какие обладают выраженным действием. Знания передавались от поколения к поколению. И боярышник оказался среди растений, которые получили особый статус. В разных традициях его использовали по-разному. Где-то ценили плоды, где-то цветущие ветви, где-то готовили напитки и настои. А в европейской фитотерапии особое внимание уделялось листьям и цветкам. Именно эта многовековая история сегодня представляет большой интерес для исследователей. Но если вы увидели боярышник в лесу, это еще не значит, что нужно сразу идти собирать его и самостоятельно лечить им сердце. Особенно если речь идет о сердечных симптомах. Например, боль или давление в груди, выраженная одышка, обморок, сильное или новое нарушение сердцебиения – это не повод экспериментировать с травами. Это повод обратиться за медицинской помощью. Традиционное применение боярышника при сердечных жалобах рассматривается только после того, как серьезные заболевания были исключены врачом. И это очень разумный подход. Растения могут быть частью традиционной культуры, могут быть источником интересных биологически активных веществ, могут использоваться в фитотерапии, но они не должны становиться причиной откладывать диагностику. А можно ли просто пить боярышник как обычный чай? Здесь все зависит от того, о каком именно продукте мы говорим. Препараты из листьев и цветков боярышника существуют в виде травяного сырья, чаев, жидких и сухих экстрактов. Но чай из растения и стандартизированный экстракт – это не одно и то же. И это принципиально важно. Когда мы завариваем растение дома, количество активных веществ может сильно отличаться. От вида растения, от части растения, от времени сбора, от условий сушки, от количества сырья, от температуры воды и даже от того, сколько времени мы настаиваем напиток. Поэтому нельзя переносить дозировки стандартизированного экстракта на домашний чай. И вот здесь появляется неожиданная опасность.
Сейчас все чаще можно встретить различные продукты с боярышником, особенно в интернете. Но иногда проблема заключается даже не в самом боярышнике, а в том, что на самом деле находится внутри упаковки. Американские специалисты предупреждали о некоторых продуктах, продававшихся под видом мексиканского боярышника или тиджакот. В некоторых из них вместо заявленного растения обнаруживали желтый олеандр, крайне токсичное растение, способное вызвать тяжелое отравление и поражение сердца. Вот почему принцип «это натуральное, значит безопасное» – один из самых опасных мифов в фитотерапии. Натуральность не является гарантией безопасности. У самого боярышника тоже возможны нежелательные реакции. Среди возможных побочных эффектов описываются головокружение, тошнота, рвота, диарея и мышечная боль. Кроме того, недостаточно данных о безопасности длительного применения некоторых препаратов боярышника. И еще один важный момент. Если человек принимает лекарства, особенно связанные с сердцем и сосудами, растительные препараты нельзя рассматривать отдельно от основного лечения. Потому что вопрос уже не только в самом растении. Вопрос в сочетании веществ. Тогда зачем вообще нам боярышник? Вот это, пожалуй, самый интересный вопрос. Если не превращать его в чудо-средство, боярышник становится даже интереснее. Это растение показывает, как народные знания постепенно переходят в научную область. Люди столетиями использовали растение. Ученые изучают его химический состав. Появляются клинические исследования. Одни результаты подтверждаются частично. Другие оказываются менее убедительными. И в итоге мы получаем не красивую сказку о чудо-растении, а гораздо более интересную историю. Историю о том, как человек пытается понять природу. Боярышник интересен не только с точки зрения фитотерапии. Он интересен как пищевое растение. В некоторых культурах его плоды использовали для приготовления различных продуктов и напитков. Но вкус плодов сильно зависит от вида. У одних он приятный, сладковато-кислый. У других – терпкий. И эта терпкость связана с составом плодов, в котором присутствуют различные полифенольные соединения. Поэтому боярышник – это не просто красные ягоды на колючем кусте. Это целая группа растений с разной историей использования. И вот какой вывод можно сделать. Боярышник действительно заслуживает внимания. Но не потому, что это какое-то волшебное растение, а потому, что в нем удивительным образом соединились ботаника, народная медицина, история и современная наука. Его цветы и листья веками использовали в традиционной практике. Его плоды употребляли в пищу. Его колючие кусты служат укрытием для животных. А его химический состав продолжает интересовать исследователей. Но самое главное, боярышник напоминает нам одну простую вещь. Растение может быть ценным, не будучи чудодейственным. И именно такой подход к растениям мне кажется самым честным. Не обещать невозможного. Не пугать. Не превращать каждую траву в лекарство от всех болезней. А изучать ее и понимать, где заканчивается народная традиция и начинаются научные доказательства. Если вы сегодня посмотрели на боярышник немного другими глазами, значит, это видео было не зря. В природе вокруг нас огромное количество растений, которые кажутся обычными, пока не узнаешь их историю. И именно такие растения мы разбираем на канале «Лесное дело». Здесь мы говорим о травах, деревьях, плодах и растениях, которые люди использовали на протяжении веков, но стараемся отделять реальные свойства от мифов и красивых легенд. Если вам интересны такие истории, подписывайтесь на канал. А если видео было для вас полезным, поставьте лайк. Это помогает YouTube понять, что такие материалы действительно интересны зрителям. И обязательно напишите в комментариях, растет ли боярышник рядом с вами и для чего его использовали ваши родители или бабушки. Возможно, именно ваш комментарий расскажет историю, которую я еще никогда не слышал. С вами был канал «Лесное дело».
До новых встреч, и присматривайтесь к растениям внимательнее. Иногда самое интересное растение растет прямо у дороги.